Здравствуйте, меня зовут Иван, вы на канале DP Labs. Я уже вернулся к работе, и что сделано у нас на данный момент? Уже сделано рулевое управление, колеса крутятся, руль вращается. Также мы установили редукторы, пока примерно, но они встали, все хорошо. Установили аккумуляторную батарею, тоже, соответственно, все у нас нормально. И выточили уже гранаты, можно сказать, которые вставляются в редуктор, к которым прикручиваются шруса, и скоро уже будут сделаны привода. Вы могли видеть в коротком видео, как мы изготавливали шлицы на алюминиевой заготовке, пробовали вставлять их в редуктор, и вот мы уже сделали готовую деталь. То есть это, не сказать, что это шрус, то есть это деталь шруса, да, вот сюда прикручивается отдельно москвичевский шрус, таким вот образом, и это уже получается граната в сборе. То есть здесь, собственно, у нас шлицы, посадка, размер подсальника, это у нас все вставляется в редуктор, прикручивается, соответственно, шрус, да, и уже сам привод, и пошел в вазовскую гранату. Что касаемо рулевого управления, как я уже сказал, здесь все уже готово. То есть вот я могу сесть, колеса крутятся, руль не такой тяжелый, понятно, что здесь еще нету всей массы, которая будет. Не сказать, что это тяжело, да, на месте. Аккумулятор мы установили для того, чтобы точно посмотреть, влезают ли у нас моторы, потому что моторов у нас сейчас нет, они на доработке, а компоновка здесь очень плотная, то есть зазор между передним мотором и аккумулятором буквально будет миллиметров 10. Вот, но у нас все влезает, поэтому мы ждем двигателей наших и продолжаем делать наш квадроцикл. Вот я сконструировал привод, который мы будем изготавливать на нашем ЧПУ станке токарном. Их будет 4, одинаковые они у нас. Будут изготовлены из стали 40Г, это пружинная сталь. Привод должен немного работать на скручивание. Здесь, соответственно, шлицы с одной стороны москвичевские, которые у нас в гранате, в редукторе, с другой стороны вазовские, которые у нас, собственно, вазовская граната в колесе. Здесь у нас расположены канавки под стопорные кольца с обеих сторон. С одной стороны у нас 25 шлицов, с другой 28. Под вазовские и москвичевские шрусы, соответственно. Здесь у нас посадки пыльников. Одна на 24 мм, другая на 22. Соответственно, шлицы мы будем изготавливать также на ЧПУ станке токарном. По нашей методике все хорошо получается. Сталь будет пружинная, 40Г. Также в режиме ожидания у нас находится матрица для выклейки подложки сиденья. Поскольку сиденье у нас планируется свое полностью, его подложка стеклопластиковая, мы ее также планируем изготавливать сами. По технологии фрезеровки пенополистирола, дальнейшей выклейки стеклопластика и обтяжки, соответственно, поролоном, эко-кожей и так далее. Почему в режиме ожидания? Потому что у Саши, который занимается самокатами, сейчас перепланировка, станки не подключены, а по габаритам матрица влезает только в его станок трехосевой. В принципе, для фрезеровки пенополистирола ничего такого не требуется, просто габариты, там можно фрезеровать условно хоть оправкой, и его станок идеально для этого подойдет. Собственно, вот такой будет у нас матрица, ничего здесь особенного нет, сиденье будет довольно простым. Поскольку квадроцикл у нас в проекте полутораместный, есть небольшой горбик для второго пассажира, габариты где-то 500 на 700 на 200. Мы не будем делать мастер-модель, по ней снимать матрицу, а сделаем просто единоразовую матрицу.